Мужчина увидел на дороге потерявшегося котенка, мамы которого нигде не было видно. Человек понял, что должен помочь несчастному малышу. А дальше произошло нечто невероятное. Эта история началась на бескрайних зеленых полях, где обитала небольшая колония бездомных кошек. Среди животных особенно выделялась красивая серая кошка по имени Луна, которая совсем недавно стала мамой. Ее маленький котенок по кличке Пушок почти всегда держался рядом с ней, играл в траве и время от времени забирался под бок к маме, чтобы отдохнуть. Однажды после обеда кошки решили перебраться на другое место, где было больше укромных кустов, воды и пищи. Животные осторожно двинулись через поле, не подозревая, что неподалеку за ними наблюдали несколько голодных бродячих собак. Обычно собаки не рисковали нападать на целую группу кошек, особенно когда рядом находились взрослые животные. Но маленький котенок, который отбился от остальных, казался им легкой добычей. Так случилось и в этот раз. Пушок немного отстал от мамы, увлекшись движением в траве. И в этот момент из-за кустов появились хищники. Испуганный котенок бросился бежать, куда глаза глядят. Луна сразу заметила опасность и вместе с другими взрослыми кошками зашипела, выгнула спину и бросилась навстречу собакам. Хищники не ожидали такого сопротивления. Несколько кошек дружно бросились на них, и собаки, решив не связываться с разъяренными животными, отступили обратно к лесу. Казалось, теперь все должно было закончиться хорошо. Но маленький Пушок за время погони успел убежать слишком далеко. Луна долго искала своего малыша. Она бегала по траве, заглядывала под кусты, звала его тихим мяуканьем, но котенок нигде не отзывался. Весь вечер кошка продолжала поиски, а затем наступила ночь. Утром Луна снова отправилась искать Пушка, обходя все поле и внимательно прислушиваясь к каждому звуку. Но котенок словно исчез. Оставалось только надеяться, что малыш сумел спрятаться от собак и когда-нибудь самостоятельно найдет дорогу обратно. Тем временем сам Пушок оказался очень далеко от своей семьи. Он несколько часов бежал, спасаясь от опасности, и совершенно не понимал, куда теперь идти. На ночь котенок спрятался в густых кустах, чтобы его не заметили хищники. Маленькое животное почти не двигалось и лишь изредка осторожно выглядывало наружу. Когда наступило утро, Пушок снова отправился на поиски мамы. Он шел через поле, ориентируясь на запахи и знакомые звуки, пока, наконец, не оказался возле широкой автомобильной дороги, которая пересекала все поле и уходила далеко в обе стороны. Для маленького котенка это место было чрезвычайно опасным. К счастью, машин по дороге проезжало немного. Если бы движение было более оживленным, малыш мог легко попасть под колеса. Пушок остановился, прислушался, а затем выбрал направление, которое, как ему казалось, должно было привести его обратно к маме. Котенок побежал вдоль дороги, стараясь держаться возле высокого металлического ограждения. Он двигался то быстрее, то медленнее, периодически останавливался и оглядывался назад. Так прошло несколько часов. Большинство водителей замечали маленькое животное в последний момент и просто осторожно объезжали его. Никто не хотел напугать котенка еще сильнее. Но один мужчина, проезжавший по этой трассе, сразу обратил внимание на одинокого малыша. Он снизил скорость и понял, что котенку явно нужна помощь. Водитель остановил машину и вышел наружу. Мужчина осторожно попытался приблизиться к животному, но Пушок испугался незнакомого человека и тут же бросился бежать вдоль металлического ограждения. Тогда мужчина решил не сдаваться. Он вернулся в машину и медленно поехал следом за котенком, стараясь не приближаться слишком резко. Водитель понимал, что если начнет преследовать испуганное животное слишком быстро, оно может выбежать прямо на дорогу. Примерно через час мужчина заметил неподалеку еще одну группу кошек, которые находились на другой стороне поля. Он остановился и стал внимательно наблюдать за ними. В этот момент произошло то, на что он очень надеялся. Одна из кошек внезапно подняла голову и посмотрела в сторону дороги. Затем она начала быстро приближаться к ограждению. Мужчина сразу понял, что это может быть мама потерявшегося котенка. Это действительно была Луна. Кошка увидела Пушка и сразу узнала своего малыша. Котенок тоже мгновенно узнал маму. Он бросился к ней, громко мяукая, а Луна стала двигаться вдоль ограждения ему навстречу. Казалось, еще несколько секунд, и семья будет вместе. Но между ними находилось металлическое ограждение. Для взрослой Луны оно не представляло серьезной проблемы. Кошка могла легко перепрыгнуть через него. Однако Пушок был еще слишком маленьким и слабым. Он несколько раз пытался забраться на ограждение, цеплялся лапками за металлические прутья, но никак не мог перебраться на другую сторону.
Луна стояла совсем рядом и тревожно мяукала. Котенок тоже отчаянно пытался найти способ попасть к маме. Водитель смотрел на эту сцену и понимал, что животным осталось совсем немного до счастливого воссоединения. Но без помощи человека котенок мог провести рядом с мамой еще очень долго. Мужчина понял, что теперь именно он должен помочь. Однако была одна большая проблема. Луна была дикой кошкой и не привыкла к людям. Если мужчина приблизится к ее детенышу, она могла воспринять это как угрозу. Испуганная мать могла броситься защищать пушка, поцарапать или укусить человека. Поэтому приближаться к котенку было довольно рискованно. Мужчина некоторое время стоял возле машины и наблюдал за мамой и малышом. Он видел, как Луна нервно ходит возле ограждения и не сводит глаз со своего детеныша. Наконец, водитель решился. Он медленно подошел к котенку. Пушок сразу испугался и попытался убежать. Но мужчина не стал делать резких движений. Он двигался очень осторожно, стараясь показать животному, что не собирается причинять ему вред. Его приятель все это время оставался в машине. Он боялся подходить к дикой кошке, поэтому достал телефон и начал снимать происходящее на камеру. Несколько минут мужчина осторожно преследовал котенка, пока, наконец, не смог приблизиться достаточно близко. Затем он аккуратно схватил малыша и поднял его на руки. Пушок отчаянно извивался, но мужчина крепко и бережно держал его, стараясь не причинить боли. Луна все это время наблюдала за человеком. Она не бросилась на него. Казалось, кошка каким-то образом поняла, что этот незнакомец пришел не забирать ее малыша, а хочет помочь ему вернуться домой. Мужчина подошел к ограждению и попытался перенести котенка на другую сторону, но первая попытка оказалась неудачной. Пушок зацепился лапкой за металлический прут и испугался еще сильнее. Водитель остановился, успокоил малыша и сделал еще одну попытку. На этот раз ему удалось поднять котенка выше и осторожно перенести его через ограждение. Как только лапы Пушка коснулись земли, Луна мгновенно бросилась к нему. Котенок прижался к маме, а она стала облизывать его мордочку и шерсть, словно проверяя, все ли с ним в порядке. Наконец, они снова были вместе. Мужчина несколько секунд просто стоял и смотрел на эту трогательную сцену. Он не мог сдержать слез. Еще совсем недавно маленький котенок был один посреди опасной дороги, а теперь снова находился рядом с мамой. Луна и Пушок вернулись к остальным кошкам, которые все это время находились неподалеку и словно ждали их возвращения. Когда мужчина собрался уходить, произошло еще кое-что удивительное. Луна остановилась, подняла голову и посмотрела прямо на своего спасителя. Затем она тихо и протяжно мяукнула. Это могло быть простым совпадением, но мужчине показалось, будто кошка прощается с ним и благодарит за спасение своего малыша. На его глаза снова навернулись слезы. Он никогда не думал, что обычная поездка по трассе закончится такой встречей. Эти дикие кошки запомнились ему, но больше всего мужчина не мог забыть взгляд Луны, когда она снова увидела своего детеныша. Когда мужчины вернулись домой, приятель сразу загрузил снятое видео в интернет. Ролик быстро начал распространяться по социальным сетям. Тысячи людей увидели, как незнакомый водитель остановился на дороге, потратил несколько часов своего времени и рискнул приблизиться к испуганному котенку, чтобы вернуть его маме. А сам спаситель никак не мог забыть благодарный взгляд Луны. После этого мужчина часто проезжал по той же трассе. И каждый раз, когда у него была возможность, он брал с собой немного свежего мяса или специального корма для кошек. Он надеялся снова увидеть Луну и Пушка. Иногда ему действительно удавалось заметить знакомую серую кошку вдалеке. Она уже не казалась такой настороженной, как раньше. А маленький Пушок постепенно становился взрослее и смелее. Мужчина каждый раз останавливался на безопасном расстоянии и оставлял для них еду. Он понимал, что, возможно, Луна никогда не сможет по-настоящему осознать, почему тот незнакомый человек однажды взял ее малыша на руки. Но для него самого это уже не имело значения. В тот день он просто сделал то, что должен был сделать любой неравнодушный человек. Он увидел маленькое существо, оказавшееся в беде, и не проехал мимо. А наградой ему стал самый счастливый момент — увидеть, как потерявшийся котенок снова оказался рядом со своей мамой. Иногда для настоящего чуда не нужны большие поступки. Иногда достаточно просто остановиться, заметить чужую беду и протянуть руку помощи. Дорогие зрители,
Если вам понравилась эта трогательная история, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А в комментариях напишите, смогли бы вы остановиться и помочь потерявшемуся котенку. До новых встреч!